Добрый день, дорогие друзья, и добро пожаловать на прямую трансляцию. У нас сегодня заключительный день финалов ВТБ первенства России по спортивной гимнастике. И сегодня нас ждет настоящая борьба. Гимнастки будут выступать в упражнениях на бревне и вольных упражнениях. С вами Варвара Зубова, и мы начинаем. Представляем женские судейские бригады. Упражнения на бревне. Судьи бригады трудности Елена Трофимова, Ольга Хоркач. Судьи бригады исполнения Марина Хорошева, Светлана Крепкая, Екатерина Цветкова, Виктория Запорожец, Дарья Бессольцева, судья-ассистент Ирина Лохтарева. На вольных упражнениях судьи бригады трудности Юлия Шевчук, Ирина Савосина, судьи бригады исполнения Елена Редянова, Рамиля Мусина, Лариса Корнеева, Светлана Собянина, Наталья Раимова. Судьи-ассистенты Екатерина Фищенко, Дарья Самойлова. Итак, с упражнений на бревне у нас начнут юниорки 14-15 лет. В первой пятерке выступит Варвара Белова, Владимирская область, Александра Искакова, Приморский край, Иванова Кира, Владимирская область, Бахарева София, Чувашская республика и Семенова Анастасия, Москва. С вольных упражнений у нас начнут девушки 12-13 лет. Программа первого спортивного разряда. В первой четверке начинают Буторина Ксения, Москва, Миронова Дарья, Владимирская область, Арутинян Варсик, Калужская область и Андрианова Александра, Владимирская область. Упражнение на бревне начинает Варвара Белова. Она попала с третьим результатом на бревно, показав базу 5,5 и оценку 12,733. Достаточно хорошее начало, редет бланш, уверенно начинает Варвара. Акробатическая связка, фляг бланш-бланш. Выполнила хорошо. Прыжковая связка, прыжок со смены ног, сессон. Ну. Ой, как необычно. Варвара выполнила поворот. Немножко не получилось у нее, но она обыграла и осталась на снаряде. Колпинская. Ну, нужно как можно меньше шататься. Маховая. В соединении прыжок с 2 на 2 шпагат. Прыжок с 2 на 2 шпагат поперечный. Обязательная часть программы. Элементы, приближенные к бревну. Поворот в приседе. Точно выполнила Варвара. Маховый с поворотом. И вот уже готовится к соскоку. Рандат, двойное сальто назад в группировке. Хорошо справилась с бревном Варвара. Если бы небольшой казус на повороте, было бы вообще идеально. Вольное упражнение Ксения Буторина, Москва. Она попала с третьим результатом, показав базу 4,9 и оценку 12,533. Вы только посмотрите, какой красивый купальник у Ксении. Первая диагональ. Вот этот флекс. 2,5 сальто. Темп в сальто вперед. Немножечко убежала. 2 поворота в захвате выполнила хорошо. Прыжковая связка. Прыжок со сменой ног. Прыжок перекидной.
Вторая диагональ. Двойной сальто назад в группировке. Отличное приземление. Поворот в приседе. 3 оборота выполнила Ксения. Очень хорошо выполнила. Прыжок Фролова. И заключительная диагональ. 2 винта назад. Очень хорошее приземление показывает Ксения. Если бы небольшая помарка в первой диагонали. Хорошо справилась с вольными упражнениями Ксения. Посмотрим, как оценят ее судьи. А упражнение на бревне готовится выполнить Искакова Александра, Приморский край. Саша попала со вторым результатом на бревно, показав базу 5,3 и оценку 13,066. Необычное начало. Поворот в приседе. В 3 оборота выполнила Саша. Отлично выполнила. Махов с поворотом бланш назад. Очень сложная связка. За это она получит еще бонус. Плюс 0,2 к базе. Прыжковая связка. Прыжок со смены ног. Прыжок шпагат в кольцо. В соединение фляг назад добавила Саша. Уверенно держится на бревне. Видно, что это ее один из любимых снарядов. Маховая. Ну. Не шататься. Прыжок с 2 на 2. Прыжок с эсон. Арабская. Ну, нужно по минимуму допускать ошибки. Понятно, что все волнуются. Финал на бревне. Один из самых сложных финалов. Прыжок со сменой в кольцо. Немножечко висела передняя нога. И соскок. 1,5 винта. Приземление с небольшим отскоком. На вольных упражнениях выступит Дарья Миронова, Владимирская Вольное область. упражнение Миронова Дарья, Владимирская область. Даша попала с 6-м результатом на вольные, показав базу 4,6 и оценку 12,1. Двойное сальто назад углом. Небольшой отскочек на приземление был. Прыжок 360 в шпагат. Очень хорошо выполнен. Вторая диагональ 2,5 винта. Чисто выполняет свою программу Даша. 2 поворота в захвате. Очень веселые вольные у Даши. Прыжковая связка, прыжок со смены ног. Прыжок перекидной. Небольшая помарка на приземление была. Третья диагональ, переворот, винт вперед. Прыжок Фролова. Поворот в приседе. Выполнила Даша. Готовится уже к заключительной диагонали. Двойной сальто назад в группировке. Немножко висели плечи на приземлении. В целом Дарья справилась очень хорошо со своими вольными упражнениями. Посмотрим, что поставят судьи.
упражнений на бревне готовится Иванова Кира, Владимирская область. Кира попала с 9-м результатом на бревно, показав базовую стоимость 5,1 и оценку 12,266 тысячных балла. Что-то судьи там задерживаются с оценкой предыдущей гимнастики. Но Кире сейчас надо сохранить спокойствие и хорошо настроиться на свою комбинацию. Тоже не могу не отметить купальник Киры. Восхитительный рисунок, цвет. Кстати, один из моих любимых цветов. Фиолетовый. Видим, что старшие девочки тоже пришли поболеть за финалисток. Упражнение на бревне выполнит Кира Иванова, Владимирская область. Начала свое упражнение на бревне Кира, и, к сожалению, с падения. Начало ардат бланш, но не получилось устоять на бревне. Готовится к акробатической связке. Фляг, бланш, бланш. Очень сложная связка. Выполнила она ее хорошо. Прыжок со сменой ног, прыжок в шпагат. Отличные шпагаты показывает Кира. Какая красивая хореография у Киры на бревне. Итак, поворот в приседе. 2 винта с небольшой помарочкой. Маховая с поворотом. Маховая. Прыжок в шпагат в кольцо. Немножко нужно было побольше прогнуться в кольцо. Судьи могут не засчитать такой прыжок. И Кира готовится к соскоку. Двойной сальто назад в группировке. Отличный соскок. Немножечко плечи висели на приземлении. На вольных упражнениях выступит К сожалению, Кире не удалось справиться с бревном или с волнением. Она допустила грубую ошибку падения. Вольное упражнение Арутюнян Варсик. Калужская область. Попала она с 5-м результатом, показав базовую стоимость 4,7 и оценку 12,8. Прыжок перекидной. В хороший шпагат на хорошей высоте. Первая диагональ, двойной сальто назад углом. Ну-ну-ну, не шагайте на приземлении. Очень интересная композиция у Варсик. Очень красивые вольные упражнения. Поворот в приседе. В 2 оборота.
Прыжок в шпагат на 360 градусов. Вторая диагональ, переворот, винт. Прыжковая связка, прыжок со смены ног в кольцо, отличное кольцо, показывает Варсик. И прыжок шагом в кольцо. Видно, что владеет данными прыжками хорошо. И заключительная диагональ. Двойное сальто назад в группировке, отличное приземление. Не все могут справиться с такой сложной диагональю, особенно в конце. Варсик отлично справляется со своими вольными упражнениями. Пожелаем ей удачи на бревне. Тем временем к упражнению на бревну, на бревне, прошу прощения, готовится Бахарева София, Чувашская республика. Софья попала с 4-м результатом на бревно, показав 4,7 базу и оценку 12,566. Упражнение на бревне выполняет Софья Бахарева, Чувашская республика. Отлично, сложное начало, сальто вперед. Акробатическая связка, переворот, сальто вперед. К сожалению, не справилась с этой связкой Софья. Поворот в приседе на 360 градусов. Маховая. Арабская. Небольшое шатание делает Софья. Прыжок со сменой ног в шпагат. С 2 на 2 в шпагат. Немножечко не хватает точности в приземлениях Софьи. И соскок, фляг, винт. Не все получилось у Софьи, но есть над чем работать. Достаточно сложная программа на бревне. Осталось научиться с ней справляться, особенно в финале на бревне. А вольные упражнения готовится выполнить Андрианова Александра, Владимирская область. Саша попала с первым результатом на вольные упражнения, показав базовую стоимость 5.0 и оценку 13,233. На ваших экранах заслуженный тренер России Кузнецова Лена Борисовна и ее ученица Анастасия Семенова. Дорогие зрители, не забывайте писать слова поддержки в комментариях, задавайте вопросы, по возможности буду отвечать.
2 поворота с захватом выполнила Саша. Первая диагональ. С темпа 3 винта в доскок приземляется Александра. Это очень сложная диагональ. Прыжковая связка. Разножка в кольцо. Прыжок шагом в кольцо. Очень красивая тоже хореография у Александры. Вторая диагональ. Двойной сальто назад в группировке. Тоже отличное приземление. Небольшой был подскочек. Поворот в приседе. В 2 оборота. Прыжок со смены ног. Шпагат. И готовится к заключительной диагонали. Сальто в переход. 2 винта. Немножечко плечи висели на приземлении. Но Александра прекрасно справляется со своими вольными упражнениями. И, возможно, это были те самые победные вольные упражнения. Анастасия Семенова, Москва. Упражнение на бревне. Анастасия Семенова, Москва. Смотрим. Начало рандат фляг. Уверенно начала Настя. Связка, фляг, фляг, бланш. Очень уверенно идет Анастасия. Винт в выпускание. Очень все четко выполняет Настя. Нужно также продолжить до конца. Два поворота в приседе. Отлично выполнила Настя. Колпинская. Ну. К сожалению, допустила падение Настя. Но нужно доработать до конца, потому что всегда есть, даже с одним падением, возможность попасть на пьедестал. Маховая с поворотом. Прыжок со смены ног. Ну. Расслабилась Настя, видно. Нужно собраться до конца. Прыжок Фролова. Прыжок шпагат. Пистолет закрывает прыжковую связку Настя. И готовится к соскоку. Соскок. Рандат 2 винта. Не получилось, к сожалению, справиться с волнением у Насти, но начала достаточно уверенно. Видимо, поддержку тренера. Но я уверена, у Насти еще все впереди. И она научится прекрасно выполнять бревно. Итак, во второй четверке на бревне у нас выступит Фирюлина Арина, Нижегородская область, Басова Елизавета, Кемеровская область, Бабихина Софья, Московская область, Калядина Анфиса, Воронежская область и Иванчук Виталина, Владимирская область. В вольных упражнениях у нас выступят Клюгина Анна, Москва, Базаджи Василина, Тюменская область, Пудикова Дарья, Волгоградская область, Гонова Лана, Москва и Томилина Мария, Санкт-Петербург. К сожалению, оценок мы не можем наблюдать, так как у меня нету в трансляции результатов.
Упражнение на бревне Фирюлина Арина, Нижегородская область. Арина попала с 10-м результатом на бревно, показав 4,5 сложность и оценка 11,8. Прыжок разножка с 2 на 2 в шпагат. Хорошо выполнила Арина. Готовится к акробатической серии. Фляг сальто назад. К сожалению, допускает падение. Маховая с поворотом. Поворот в приседе 2 винта и, к сожалению, допускает второе падение Арина. Нужно собраться и доработать до конца. Сальто вперед. Отлично выполнила Арина. И соскок сальто вперед углом. Простенький соскок выполнила Арина. На вольных упражнениях выступит Анна Клюкина, Москва. Вольные упражнения Клюкина Анна, Москва. Аня попала с 8-м результатом на вольные упражнения, показав 4,3 базовой стоимости, оценку 12,533. Первая диагональ. Двойной сальто назад в группировке. Немножко перекрутила Аня двойное сальто и пришлось убежать за ковер. Два поворота в захвате. Чуть-чуть рано опустила ножку Анна. Судьи могут придраться к такому повороту. Вторая диагональ, переворот бланш. Прыжковая связка, прыжок со сменой ног, прыжок шагом. На хорошей высоте. Показывает все шпагаты Анна. Два поворота в приседе. Идеально выполнены. И два винта в концовке. Практически в доскок приземляется Аня. Отличное вольное упражнение показывает Аня. Была небольшая помарка в первой диагонали, но все остальное она выполнила практически идеально. Упражнение на бревне Басова Елизавета. Лидер квалификации на этом снаряде. Показала 5,5 сложность и оценку 13,633. Маховый прыжок в шпагат выполнила Елизавета. Фляг бланш. Необычные хореографические элементы показывает Елизавета. Очень оригинально и красиво смотрится. Поворот в приседе в 3 оборота. Выполнен идеально. Прыжок сессон, пистолет. Закрывает прыжковую связку Лиза. Шаги боком, что является обязательным элементом хореографии на бревне. Маховая с поворотом. Очень четко работает Лиза на данном снаряде. Прыжок со смены ног. Прыжок в шпагат 180. Немножко пошаталась, но ничего. И соскок. Ранда двойное сальто назад. Выполнила хорошо. Отлично справилась Лиза с бревном. На вольных упражнениях выступит Василина Базадже, Тюменская область.
Вольное упражнение Василина Базаджи, Тюменская область. Василина попала с 4-м результатом на вольное упражнение, показав 4,7 базовую стоимость и оценку 12 966. 2 поворота с захватом. Немножечко подпрыгнула в конце. Рандат, 2 темпа, фляг, двойной сальто назад, сложная диагональ. Небольшая помарка была на приземлении. Прыжок со смены в кольцо. И прыжок шагом в кольцо. Отлично владеет прыжками Василина. Два поворота в приседе. Справилась с этим поворотом. Вторая диагональ. 1,5 винта в сальто вперед. Небольшой шажочек был при приземлении. Прыжок перекидной. И заключительная диагональ. 2 винта. Немножечко ножки разлетелись в винтах. Прыжок в шпагат на 360 градусов. Василина справилась прекрасно со своими вольными упражнениями. А на бревне у нас готовится выступить Бабихина Софья. Софья попала с 5-м результатом на бревно, показав базовую стоимость 5,1 и оценку 12 533. Акробатическая серия Махва с портом бланш назад. Как я уже говорила, очень сложная связка. Прыжок со смены ног. Прыжок Фролова. Немножечко висели ножки в шпагате. Маховая. Прыжок в шпагат. Прыжок в шпагат в поперечный. Хореография, приближенная к бревну, что является тоже обязательной. Два с половиной поворота в приседе выполнила Софья. Шаги боком. Прекрасная хореография на бревне у Софьи. И соскок. Соскок очень простенький, но она с ним справилась хорошо. Отлично справилась с упражнением на бревне Софья. Посмотрим, что поставят судьи. Вольное упражнение Пудикова Дарья, Волгоградская область. Даша попала со 2-м результатом на вольное упражнение, показав 4,8 базовой стоимости и оценку 12,9. С темпа двойное сальто назад. И убегает Даша за ковер. Вторая диагональ. 2,5 в половинку вперед. Тоже дорогая достаточно связка. Плюс 0,2 к базе получит Дарья. 2 поворота с захватом ноги. Выполнила с небольшой ошибкой. 2 поворота в приседе хорошо. Тоже очень красивые вольные упражнения у Дарьи. Третья диагональ. 1,5 винта в переход, сальто вперед. Отлично справляется с данной диагональю. Прыжок со смены ног в кольцо. Прыжок шагом в кольцо. Отличную прыжковую связку показала нам Дарья. И заключительная диагональ. 2 винта.
Отлично справилась с вольными упражнениями Дарья. Если бы небольшая ошибка в первой диагонали, она бы могла бы бороться с Александрой Андриановой. Упражнение на бревне Колядина Анфиса, Воронежская область. Анфиса попала шестым результатом на бревно, показав базу 4,8 и оценку 12466. Акробатическая связка фляг-бланш и досадное падение. Могла побороться Анфиса и выкрутиться из данной ситуации. Маховая с поворотом. Хорошо, без грубых потерь. Арабская. Ну-ну-ну, не надо шататься на простых элементах. Прыжок со сменой ног. Подрасслабилась чуть-чуть Анфиса. Прыжок с двух на две в поперечный шпагат. Прыжок перекидной. Очень сложный прыжок в исполнении на бревне. И очень дорого стоит. И соскок фляг-винт. На вольных упражнениях выступит Лана Гонова, Москва. Вольное упражнение Гонова Лана, Москва. Лана попала седьмым результатом, показав 4,7 базу и оценку 12533. Прыжок Фролова. Первая диагональ. Двойной сальто назад в группировке. Хорошее приземление. Прыжковая связка. Прыжок со сменой ног в шпагат. Прыжок перекидной. Отличная прыжковая связка была выполнена. Очень красивые вольные упражнения у Ланы. Видно, как она вкладывается в каждое движение. Вторая диагональ. 2,5 винта. Хорошо приземлилась. Немножко ножки были согнуты в винтах. Поворот в приседе. Ну и досадная ошибка. Не нужно было касаться рукой. Но по новым правилам это теперь не падение, а 0,3 сбавки. Два поворота с захватом. Полтора винта в сальто вперед. К сожалению, неудачное приземление. Видно, что подсели ножки у Ланы. И допустила падение. Видно, что расстроилась Лана, но нужно работать, исправлять все свои ошибки. И все обязательно получится. Упражнение на бревне Иванчук Виталина, Владимирская область. Виталина попала с 8-м результатом на бревно, показав 4,7 базу и оценку 12333. Акробатическая связка, фляг-бланш. Можно немножко поувереннее приземляться. Маховая. Маховая с поворотом. Прыжок со сменой ног, прыжок в шпагат. В соединение фляг назад добавила Виталина. Поворот в приседе на 360 градусов с небольшой помарочкой.
Неплохо справляется с бревном Виталина. И вот она уже готовится к соскоку. Соскок, рандат, 2 винта. Хорошо выполнила свою комбинацию Виталина. Посмотрим, как оценят ее судьи. Дамы и господа, гимнастки завершили выступление на первом виде финальных соревнований в отдельных дисциплинах. Казань, давайте поддержим всех участниц аплодисментами. Дамы и господа, мы закончили первый вид финальных соревнований. Ждем результатов. Приглашаются на построение к следующему виду. А мы переходим к следующему виду. КМС и мастера спорта переходят на вольные упражнения, а первый спортивный разряд переходит на бревно. В первой четверке на вольных упражнениях у нас выступит Васильева Арина, Санкт-Петербург, Спирякина Таисия, Москва, Белова Варвара, Владимирская область, Орлова Анна, Калининградская область и Круглова Кира, Волгоградская область. Упражнение на бревне в первой четверке выступит Буторина Ксения, Москва, Бондаренко Мария, Москва, Арутюнян Варсильк, Калужская область и Андрианова Александра, Владимирская область. Дорогие зрители, вы можете наблюдать результаты первого снаряда. Вольное упражнение выиграла Александра Андрианова. Упражнение на бревне выиграла Елизавета Басова. Поздравляем всех тренеров и спортсменок. На вольных упражнениях выступят юниорки. Представляем участниц. Арина Васильева, Санкт-Петербург. Таисия Спирякина, Москва. Варвара Белова, Владимирская область. Анна Орлова, Калининградская область. Кира Круглова, Волгоградская область. Анита Полякова, Красноярский край. Варвара Жиланкина, Москва. Алина Ярина, Ростовская область. Кира Иванова, Владимирская область. Анастасия Варник, Санкт-Петербург. Упражнения на бревне выполнят девушки. Представляем участниц. Ксения Буторина, Москва. Мария Бондаренко, Москва. Варсик Арутюнян, Калужская область. Александра Андрианова, Владимирская область. Виктория Тонконогова, Чувашская республика. Дарья Пудикова, Волгоградская область. Василина Базаджи, Тюменская область. Лана Гонова, Москва. Объявляется разминка для первой команды.
Дорогие зрители, пока девчонки разминаются, я хочу рассказать про Марию Бондаренко. На нее сейчас особое внимание можно обратить не только из-за того, что у нее есть прекрасный талант в гимнастике, но и из-за ее громкой фамилии. Она дочь Алексея Бондаренко, великолепного гимнаста, чье имя навсегда вписано в историю спортивной гимнастики. Напомню, что Алексей Бондаренко – двукратный чемпион Европы, многократный призер чемпионата мира, а также серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2000 в Сиднее. Теперь его дочь выходит на помост, чтобы показывать красивую гимнастику. И у нас есть уникальная возможность увидеть, как спортивная династия получает свое продолжение. Да, такому гимнастическому наследству может позавидовать только Александра Андрианова. Кстати, эти две легендарных спортсменки будут сегодня выступать в финале на бревне. Итак, разминка закончена, и мы начинаем. На вольных упражнениях Васильева Арина, Санкт-Петербург. Арина попала с третьим результатом на вольные, показав базу 4,7 и оценку 12,766. Первая диагональ, двойное сальто назад в группировке, хорошее приземление. Два поворота с захватом ноги. Отлично выполнила Арина. Вторая диагональ. Переворот винт вперед. Хорошо справляется с вольными упражнениями Арина. Два поворота в приседе. Два поворота с поднятой ногой. Небольшой шаг в сторону допустила Арина. Прыжок со сменой ног в шпагат. Отлично шпагат показывает Арина. Прыжок шагом в кольцо. Третья диагональ. Два винта, хорошее приземление, небольшой подскочек был. В целом Марина хорошо справилась со своими вольными упражнениями. Упражнение на бревне Буторина Ксения, Москва. Ксюша попала с третьим результатом, показав одну из самых высоких баз на бревне 5,5 и оценка 12,733. Посмотрим, как сейчас справится с бревном Ксения. Три поворота в приседе. Отлично выполнила Ксюша. Маховая. В связку. Прыжок с 2 на 2. Колпинская. Хорошо выполнила данную связку. Маховая с поворотом. Прыжок со сменой ног. Прыжок перекидной, немножко висела задняя ножка, но приземление хорошее. Кувырок в стойку, в соединение фляг-бланш. Отлично справляется с бревном Ксюша. Сразу видно, что это один из лучших ее снарядов.
И соскок, двойной сальто углом, очень сложный соскок. Немножко допустила ошибку. Там не сильно было видно, коснулся рукой или нет, но надеюсь, что все хорошо. Вольное упражнение с Спирякина Таиси. Тася попала со вторым результатом на вольный, показав базовую стоимость 5.0 и оценку 12.8. И это одни из самых красивых вольных первенства России. Смотрим. Прыжок в шпагат на 540 градусов. Двойной сальто углом. Ну, нужно более четко делать приземление. Таси. Бланш вперед, вин вперед. Обыграла галопом приземление. Прыжок перекидной, хорошо справляется с прыжками. Поворот в приседе. 3. Ну. Наверное, засчитают все-таки 2 оборота судьи. Немножечко не хватило. 90 градусов до 3 оборотов Таси. Третья диагональ. Двойное сальто назад в группировке. Прыжковая связка. Прыжок со смены ног. Прыжок Фролова с доворотом. Немножечко не хватило высоты. Поэтому приземление получилось немножко ногами врозь. В целом отлично справилась с вольными упражнениями Тася. Мы ее можем поздравить с окончанием соревнований. А на ваших экранах та самая Мария Бондаренко. Пожелаем ей удачи. Два поворота в приседе выполнила Маша. Отлично выполнила. Готовится к акробатической связке. Фляг, бланш. К сожалению, допускает падение Маша. Но нужно собраться и доработать до конца. Прыжок со смены ног шпагат. Обыгрывает приземление Маша. Маховая. Прыжок в шпагат. Ну, сильно волнуется, видно, Маша. Маховая с поворотом. Прыжок шагом. Прыжок сессон и второе падение. И соскок. Рандат 2 винта. К сожалению, не получилось справиться с упражнением на бревне Мария, но у этой звездочки все еще впереди. Пожелаем ей удачи и поздравляем с окончанием соревнований. Вольное упражнение Варвара Белова, Владимирская область. Варя попала с 9-м результатом на вольные, показав базу 5,2 и оценку 12,266. Первая диагональ, двойное сальто вперед, в переход сальто вперед. Простите, пожалуйста, 2,5 винта в сальто вперед. Вторая диагональ, двойное сальто назад. Хорошее приземление показывает Варя. Два поворота в захвате, в переход иллюзион. Прыжковая связка. Отлично справляется Варя.
Поворот в приседе. 2 винта. Переворот 1,5 винта вперед. Хорошее приземление, небольшой отскочек был. Прыжок Фролова. Очень энергичные тоже вольные у Варвары. И заключительная диагональ. Двойное сальто углом. К сожалению, допускает ошибку Варя. Сразу видно, расстроилась, но всегда есть над чем работать. И всегда нужно помнить, что все еще впереди. Упражнение на бревне Арутюнян Варсик. Калужская область. Акробатическая связка. 2 фляка бланш. Уверенно выполнила Варсик акробатическую связку. Маховая. Прыжок с 2 на 2 в шпагат в кольцо в соединении сальто назад. Уверенно выполняет свою комбинацию Варсик. Элементы приближенные к бревну. Поворот в приседе. 2 винта. Хорошо справилась с ним. Маховая с поворотом. Видно, как борется, чтобы устоять на бревне Варсик. И у нее это пока что отлично получается. Прыжок со смены ног шпагат, сессон. Прыжковую связку выполнила Варсик. И уже готовится к соскоку. Ранда, двойное сальто назад в группировке. Ну-ну-ну. Небольшую пробежку выполнила после приземления. Варсик в целом справилась на отлично с комбинацией на бревне. Мы ее тоже поздравляем с окончанием соревнований. Вольное упражнение Орлова Анна, Калининградская область. Аня попала с 4-м результатом, показав базовую стоимость 4,8 и оценку 12,533. Первая диагональ. Двойное сальто назад углом. Хорошее приземление. Выполнила небольшой шаг. Тоже одни из самых красивейших упражнений этого первенства России. Прыжковая связка. Прыжок со смены ног шпагат. Прыжок перекидной. Очень красивые линии у Анны. Вторая диагональ. Переворот 1,5 винта вперед. Два поворота в приседе выполнила Анна. Прыжок шпагат на 360 градусов. Прыжок Фролова. Видно, что хорошо владеет прыжками Аня. Вот готовится к заключительной диагонали. Двойное сальто назад в группировке. Небольшой шаг при приземлении сделала Анна. Отлично справляется Аня со своими вольными упражнениями. Мы ее тоже поздравляем с окончанием соревнований и ждем результатов. Упражнение на бревне Александра Андрианова, Владимир. Саша попала с первым результатом на бревно. Показала 5,3 сложности и оценку 12,766 тысячных балла. Акробатическая серия переворот сальто. Поборолась, чтобы устоять на бревне. Тоже очень сложная связка, по себе знаю. Сама ее выполняла.
Прыжок со смены ног, шпагат, сессон, пистолет. Маховая. В связку. Прыжок с 2 на 2. Добавила фляг выпускания. За это она получит бонусом плюс 0,1 к базе. Красивая хореография, приближенная к бревну. 3 поворота в приседе выполнила Саша, отлично. Маховая с поворотом. Небольшая помарка была на приземлении. Но Саша борется до конца. И уже подходит к соскоку. Рандат. 2 винта. Отлично справилась с упражнением на бревне Александра. И, возможно, это была чемпионская комбинация. Посмотрим, как оценит ее судьи. А на вольных упражнениях у нас Круглова Кира. Волгоградская область. Кира попала 7-м результатом на вольные. Показала базовую стоимость 5.0 и оценку 12.466. Первая диагональ. Двойной сальто назад. Отличное приземление. С минимальными сбавками. А вот 2 поворота в захвате, к сожалению, не получились. Допустила ошибку. Прыжок со смены в кольцо. Прыжок пистолет. Вторая диагональ. 1,5 винта в сальто вперед. Хорошо справляется с диагоналями. Кира. Третья диагональ. 2 винта назад. Тоже отличное приземление. Три поворота в приседе выполнила Кира. Этот поворот у нее получился. И заключительная диагональ. Двойное сальто назад углом. Достаточно сложная диагональ. Справилась с вольными упражнениями Кира. Мы ее тоже поздравляем с окончанием соревнований. А у нас разминка второй четверки. Объявляется разминка для второй команды. Во второй четверке на вольных упражнениях выступят Полякова Анита, Красноярский край, Желанкина Варвара, Москва, Ярина Арина, Ростовская область, Иванова Кира, Владимирская область, Баранник Анастасия, Санкт-Петербург. В упражнениях на бревне выступит Пудикова Дарья, Волгоградская область, Базаджи Василина, Тюменская область, Гонова Лана, Москва. Пожелаем всем девчонкам удачи и как можно меньше падений.
Дорогие друзья, вы можете наблюдать на экране промежуточные результаты финальных соревнований на вольных упражнениях и бревне. Разминка завершена, гимнастки приглашаются к выступлению. Итак, Вольные упражнения мы на воздухе. начинаем. Анита Полякова, Красноярск. Вольные упражнения Полякова Анита, Красноярский край. Аниту попала с 10-м результатом на вольные, показав базовую стоимость 4,3 и оценку 12,2. Первая диагональ. Двойной сальто назад в группировке. Хорошее приземление, небольшой отскочек был. Прыжок на 360 с поднятой ногой. Прыжок перекидной. Немножечко не хватило шпагата. Вторая диагональ. 1,5 винта. Немножечко разлетелись ножки в полете. Прыжок на 360 в поперечный шпагат. Хотела выполнить 2 поворота в приседе Анита, но немножко не хватило ей. Буквально 90 градусов. Засчитают как 1 поворот. Поворот на 360 с поднятой ногой. И заключительная диагональ. Переворот винт вперед. Хорошо справилась с вольными Анита. Также поздравляем ее с окончанием соревнований. А упражнение на бревне Тонконогова Виктория. Вика попала с 8-м результатом на бревно, показав базовую стоимость 5,0 и оценку 12,233. Уверенно начала Виктория. Прыжок со сменой ног, прыжок шпагат, соединение фляг. Поворот в приседе. 2 винта, хорошо выполнила. Хореография, приближенная к бревну. Тоже очень красиво составлена. Арабская. Ничего себе, какой необычный прыжок. Поперек бревна в поперечный шпагат на 180 градусов, но, к сожалению, у нее не получился он. Она допустила падение. Маховая с поворотом. Прыжок в шпагат поперечный. И соскок. 2 винта. Очень уверенно делала бревно Виктория. Если бы не то досадное падение с прыжка. Вольное упражнение Желанкина Варвара. Москва. Варя попала с 1-м результатом на вольное упражнение. Так что она лидер квалификации. Показала базовую стоимость 4,8 и оценку 12,8. Посмотрим, что она сейчас покажет. 2,5 винта в сальто вперед. Немножко низкое приземление было после сальто вперед. Тоже очень потрясающе красивый купальник у Вари. Двойное сальто назад. И падение. Не справилась Варвара со своими вольными упражнениями. Но это всего лишь 2-я диагональ. Нужно доработать до конца. 2 поворота в захвате. Два поворота в приседе. Отлично выполнила Варя.
Прыжок в шпагат на 360 градусов. Третья диагональ. 2 винта с небольшим шагом назад. Прыжковая связка, прыжок со сменой ног. Прыжок Фролова. Очень красивые вольные у Вари, но, к сожалению, не удалось ей справиться с волнением. Но мы ее поздравляем тоже с окончанием соревнований. Делай выводы и работай дальше. Все обязательно получится. Упражнение на бревне Пудикова Дарья. Волгоградская область. Даша попала с 4-м результатом на бревно. Выполнила достаточно сложную связку, но, к сожалению, допустила падение. В квалификации она показала базовую стоимость 5,3 и оценку 12,433. Маховая. Прыжок с 2 на 2 в кольцо. Соединение фляг назад. Поворот на 360 градусов в приседе. Арабская и второе падение. Видимо, сильно переволновалась Дарья. Надо доработать до конца. И только потом можно уйти со снаряда и расстроиться. Прыжок сессон, пистолет. Закрывает прыжковую связку. Даша. И готовится к соскоку. Двойной сальто назад в группировке с небольшой пробежкой на приземлении. Мы поздравляем Дарью с окончанием соревнований. А на вольных упражнениях у нас Ярина Алина, Ростовская область. Арина попала с 5-м результатом на вольное упражнение, но показала одну из самых высоких баз в этом финале, 5,4 и оценку 12,5. 2 поворота в приседе. Посмотрим, справится ли со своей сложностью сейчас. Первая диагональ. Винт задним углом. Небольшой отскочек был на приземлении. Прыжок в шпагат на 360 градусов. Тоже очень веселое у нее вольное упражнение. Очень красиво составлены. А главное, грамотно, чтобы она могла отдохнуть. 2 поворота в захвате идеально выполнены. Винт в переход. Двойное сальто назад. Отличное приземление показывает Алина. Нужно также доработать до конца. Ну, немножко рано опустила ножку на повороте. Прыжковая связка, прыжок со смены ног. Шпагат, прыжок перекидной. Вот Алина подходит к заключительной диагонали. Есть небольшая возможность выдохнуть. Заключительная диагональ, двойное сальто углом. Небольшая помарка на приземлении, но в целом она справилась со своей акробатикой. И, возможно, это были чемпионские вольные. Посмотрим, как оценят ее судьи. К выступлению на бревне приступает Василина Базаджи, Тюменская область. Упражнение на бревне Базаджи Василина, Тюменская область. Василина попала со 2-м результатом на бревно. Показала 5,3 базовую сложность и оценку 12,1. Переворот сальто. Отличное приземление. Справилась с этой связкой Василина. Тоже сразу видно, как уверенно работает, шагает по бревну. Прыжок со сменой ног. Прыжок с 2 на 2.
Прыжок олень в кольцо. Немножко пошаталась на приземлении. Прыжок со смены в кольцо и, к сожалению, падение. А так уверенно начинала Василина. Но нужно собраться и доработать до конца. Маховая с поворотом. Два поворота в приседе. Отлично выполнены. Маховая. Прыжок шпагат в кольцо. Соединение, фляг назад. И готовится к соскоку Василина. Соскок, двойной сальто назад в группировке. Немножко пошагала на приземлении. На вольных упражнениях выступит Кира. Расстроилась Василина, потому что знала, что могла хорошо выполнить комбинацию, но, к сожалению, не справилась с волнением. Вольные упражнения Ивановой Кира, Владимирская область. Кира попала шестым результатом, показав 4,8 базу и оценку 12,466. Первая диагональ, двойное сальто назад в группировке. Хорошее приземление, немножко плечики висели. Прыжок в шпагат на 360 градусов. Ой-ой-ой, совершенно не получился поворот у Киры. Руки соскользнули с ноги. Прыжковая связка, прыжок со смены ног в шпагат, перекидной. Отличные прыжки показывает Кира. И какая же красивая музыка у Киры. Вы только послушайте. Два поворота в приседе. Переворот винт вперед. Прыжок со сменой в кольцо. И заключительная диагональ, двойное сальто углом. Подсела на приземлении Кира. Видно, что уже немножко подустала. Мы ее тоже поздравляем с окончанием соревнований. А на бревне у нас Гонова Лана, Москва. Лана попала с седьмым результатом. Показала базовую стоимость 4,6 и оценку 12,8. Поворот в приседе на 360 градусов. Немножко была согнута нога. Прыжок со сменой. Прыжок с 2 на 2 в соединении в Колпинское. Справилась со связкой Лана. Готовится к акробатической серии. Скорее всего, это будет маховый с поворотом бланш. Боролась до конца Лана и смогла устоять. Молодец. Дальше можно поспокойней продолжать комбинацию маховая. Ну-ну-ну. Такие мелкие потери, они нам совершенно не нужны. Прыжок в шпагат в кольцо с 2 на 2. Видно, что очень переживает Лана, но справляется со своими нервами и волнением. И соскок. 2 винта. Справилась с комбинацией Лана. Была небольшая помарка посреди комбинации. Посмотрим, что поставят судьи. Вольные упражнения.
Баранник Анастасия, Санкт-Петербург. Настя попала с 8-м результатом, показав базовую стоимость 4,3 и оценку 12,3. Первая диагональ, двойное сальто углом, хорошее приземление, высокими плечами. Тоже посмотрите, какой красивый купальник у Насти. 2 винта, немножко разлетелись ножки в полете. Прыжок со сменой ног. Прыжок перекидной. Чуть-чуть не хватает шпагатов Насте. Переворот бланш. Немножко убежала на приземлении. Два поворота в приседе, справилась Настя. Прыжок шпагат на 360 градусов и села задняя ножка чуть-чуть. Прыжок тумбочка на 360 градусов. И справилась со своими вольными упражнениями Настя. Мы ее тоже поздравляем с окончанием соревнований. И ждем результатов соревнований. Дамы и господа, гимнастки завершили выступление в финальных соревнованиях в отдельных дисциплинах. Казань поддержит всех участниц аплодисментами. Результаты вы сможете увидеть на экранах. Через несколько минут состоится торжественная церемония награждения. Просьба гимнасткам приготовиться.
Дорогие друзья, пока мы ждем результатов соревнований, хочу сказать вам огромное спасибо, что были сегодня с нами на трансляции. А вот как раз и результаты. Вольное упражнение выиграла Алина Ярина, Анна Фролова заняла 2 место и Таисия Спирякина заняла 3 место. Ждем результатов. А в упражнении на бревне у нас выиграла Александра Андрианова, 2 место заняла Ксения Буторина и 3 место Марсик Арутюнян. Поздравляем всех тренеров, спортсменок и специалистов. Дорогие друзья, спасибо большое, что были сегодня со мной на трансляции. С вами была Варвара Зубова. До встречи на следующих соревнованиях.